Вот нас спрашивают часто, а вы рисовать-то умеете? Говорю, да, мы закончили архитектурную академию. Тогда она не академия была, а архитектурный факультет строительный. Но это не важно, она потом и превратилась в академию. И мы технически оснащенные художники, да, если что, рисовать умеем. Ну, как бы вообще группа занимается такими, что ли, социальными фобиями, общественными, страхами. И вот в 99 году был такой страх миллениума. Вот. И предполагалось, что компьютеры не смогут перейти с девяток, там 1999 год, на нули, на 2000. Вот. Соответственно, техногенная катастрофа, самолеты не летают, ТЭЦ не работает, все станции там встали. В общем, и это так долго муссировалось, вот эта встреча миллениума, что, в общем, мы как-то так решили сделать такой проект, запереться в бункере и встретить Новый год как бы без электронных приборов, без часов. То есть прямо вот на уровне такого как бы существования после ядерной войны. Значит, заперлись мы в этом бункере. Первый день ничего, там смеялись, веселились. И на второй день стало очень скучно. И тут выяснилось, что один из нас пронес камеру, маленькую такую, видеокамеру. А видеокамера это уже фактически, ну не знаю, там, коллективный зритель, стадион перед тобой. Ну и давай мы ролики снимать короткие, смешные, веселые там перформансы, пародируя различные жанры современного искусства. Для того, чтобы это вот жанр телеклоунады как-то поддержать, мы взяли крышки от воды. Синие такие, знаете, вот на бутылках с водой синие крышки. На 5-литровках. И на носы их себе наклеили такой, чтобы вот жанр телеклоунады, клоуны такие, вот, которые смеются над современным искусством. Ну и, собственно говоря, это вот и дало название «Синие носы». Потом, когда мы смонтировали это видео выяснилось, что стало очень популярно, потому что у нас короткие скетчики такие, секунд по 30 максимум. И по сравнению там с унылым московским и, там, или питерским каким-то концептуальным искусством, это было очень свежо. Ну и, в общем, никаких тут коннотаций по поводу там алкоголизма или морозов нет, просто вот синие носы. Откройте тайну, все делал всегда я. Как говорит один мой друг Федя, говорит, слушай, у вас хороший симбиоз со Славой, Слава на себя берет цирроз печени, а ты все остальное. Потому что, как ты понимаешь, вся совместная деятельность, она тоже там, художники перетягивают каждый на себя одеяло. Я, конечно, говорю это всякий раз с юмором, потому что в какой-то момент начинают заколебывать какие-нибудь там эти искусствоведы. А это вот кто придумал, это кто придумал. Когда это совместная деятельность, когда там куча куда-то нужно делать, да, то, безусловно, там никто ничего не придумал. Потому что если что-то один придумал, другому это всегда не нравится. И в результате получается совсем не то, что первоначально задумывалось. Если бы мы работали порознь, то проекты наши были бы герметичными и непонятными никому. Я бы делал что-то совсем уж там потаенное, никому не ясное. Слава бы делал что-нибудь такое, что ему показалось круто у этих швейцарских панков, там какой-нибудь, нельзя это говорить на камеру, какой-нибудь день в туалете бы накакал бы, и это бы вызывало только отторжение, и все, да. Поэтому
А вместе у нас получается нечто такое, чтобы было приемлемо и для него, и для меня. То есть, ну и для, соответственно, и воспринимаемо, и для каких-то... То есть мы уже занимаемся не своими какими-то индивидуалистическими мерехлюдиями, а чем-то каким-то там коллективным, бессознательным. Да, это вот нормальная работа, демонстрирующая как бы силу хитрости художника. Опять же, задача ставилась какая? Художник же должен быть, ну как, в общем, общепризнанное мнение, алкоголик, придурок, кто там еще. Ну и, в общем, какой-то, в общем, как говорит наш любимый критик, девиантин должен быть художник. Вот То есть, девиантный портрет. ну да, соответственно, значит, что для того, чтобы показаться девиантным или каким-то из ряда вон выходящим, ну, в негативном смысле этого слова, вот, надо, значит, ну что-то девушке в рот розу засунуть, глаза ей сделать какие-то красные, вот, как на полироидных снимках, это всюду у нее из лица растут цветы. Тут она что-то сканирует, да, и там летит какая-то птица. Ну, еще покрашена поцветней. Ну, в то время это пользовалось успехом. Правда, как-то все равно недопонимали, нахера все это нарисовано. Вот пингвин, младенец и пистолет. Зачем это? Вот. Там какая-то звезда за ним, типа морское, и тут что-то как башка, как этот самый, как Юпитер. Вот что это такое? Ты думаешь, я знаю? Вот. Ну, я думаю, что это всем тогда казалось. Какой парень-то нестандартный. Ух, как мыслит-то. Забористо. Да? Да. Мы поняли, что нам нет смысла догонять Голливуд с какой-то высокой технологичностью. У нас совсем другое. Каша из топора, сказ о левше блоху подковавшем. И какие такие низкие технологии. Помнишь, еще с первой их каких-то видео синих носов, это были тяп-ляп технологии. Мы даже сделали такую выставку тяп-ляп арт, то есть как делать произведение искусства на отдельно взятой кухне. Как раз основываясь на народном творчестве современном, каких-то шутках. И меня сейчас вот даже в Новосибирске, в общем-то, обвиняют в том, что я такой художник веселый, что ли, ироничный, вот, ну и критичный. И вроде как вот я выставки делаю только такие. Да какие я могу делать выставки, если я этому посвятил там практически всю свою жизнь? Я вот такой вот художник, да, ироничный, циничный отчасти, критичный. Вот. Но у меня просто другие выставки не могут получаться. Илюш, давай там по одной. По многу только не тащи. Надорвешься. Я никого не жду. И никого уж не сумею полюбить. И чё там? Малевич. Кто это? Это Малевич. Казимир. Вот так вот перевозится современное искусство. Оригиналы. Это ваша работа? Наши. Нет, это этот самый Эль Лисицкий. С клином красным, белым. Супрематизм вот. Современный, да? Для детского сада.
художники это не только те, кто пишет там, рисует кисточки по холсту, но и кто использует какие-то более непосредственные средства воздействия, да, то, что воспринимается не как скучное искусство, а как правда, да. Как рождается проект? Вот утром бывало встаешь у Саши Шабурова в Москве, и он говорит, нужна идея, Костенька, нужна идея, подумай, поэскизируй. Значит, ходишь бывало от станции к станции метро московской и думаешь, какая же идея-то нужна. Выскажешь, бывало, мысль, тебя одернут, как у школьника какого-то 40-летнего или 45-летнего, все не то. И вот, наконец, возникает идея. Синие носы спасают Соединенные Штаты Америки от катастрофы. Ты хотел сказать, откуда идея-то взялась? Идея, нет, она выношена, она первый раз она была нехорошая. Я понимаю. Я как-то мы с Сашей в разговорах тоже там, кто придумал первый, до чего придумал первый, да как. Потом такой проект у нас возник, называется «Случайное совпадение». Я к чему? К тому, что мышление человека, оно аналоговое, оно основано на опыте, на каких-то проектах, которые ты уже видел. Просто они у тебя каким-то образом в башке там тусуются, как колода карт, и приводят к неожиданным там сочетаниям, к парадоксальным каким-то. Возможно, это на что-то похоже. Эти случайные совпадения, здесь примерно 250 этих пар художников, которые сделали одинаковые проекты. Одни российские, другие зарубежные. И есть прямо совпадение один в один. Сначала мы это хотели назвать традицией российского художественного плагиата, а потом подумали, что не все так просто. Есть некое взаимовлияние, безусловно, есть, но оно есть и с этой стороны, и с противоположной. На самом деле никакого современного искусства нет вообще. Есть искусство, условно говоря, и не искусство. Искусство это говоря какими-то такими общими фразами из каких-нибудь учебников, это такой вид познавательной деятельности человека. Это какое-то такое интуитивное самопознание. Если художник представляется каким-то большим мыслителем, чаще всего это не так, он сам обманывается. У нас другие методы, это нечто такое, в общем, как сказать, чувственно интуитивная деятельность. Да. Художники это часто люди, которые производят какой-то парадокс, если говорить примитивно, соединение несоединимых вещей. Видеоперформанс. Казнь чайных пакетиков убийц. Чайные пакетики убийцы приговариваются к повешению. Для того, чтобы не бубнить длинные речи, как это принято, знаете, в ортодоксальных музеях, мы решили объединить, в общем, открытие с встречи с куратором этой выставки Александром Евгеньевичем Шабуровым. Но чаще всего как художники участвуют в выставках, да, то есть куратор задает какую-то тему, а художник как-то интерпретирует. Куратор задает вопрос, художник делает ответ. Поэтому мы побывала куча каких-то больших выставок, где бюджетом производства работ, да, а бывали выставки более мелкие, где этих бюджетов нет, и делаешь, снимаешь какое-то видео и отсылаешь в издателя.
когда первый раз у нас была зарубежная выставка в Италии, к нам журналисты подходили, только говорили о том, как вам удалось преодолеть при полной путинской цензуре. И мы пытались объяснить, что на самом деле, вы понимаете, мы в Москве выставляемся в частных галереях, там никакой Путин, там не властен над ними. И вообще вся жизнь, она интереснее и сложнее, чем какие-то вот эти вот расхожие домыслы. Никакой Путин о нас не догадывается, так же, как у Берлускони, там, о вас, допустим, тут. Но потом выяснили, что никто этого не хочет этой сложности. Все хотят только вот, что вы, так сказать, жертвы цензуры там, и тому подобное. И, соответственно, ты на всех конференциях начал говорить именно это, но только уже с особым цинизмом. Буквально так это выглядит, что сидит пресс-конференция, а там, помнишь, в Лондоне отравился, или я не знаю, о чем он там помер, Литвиненко, да, и ты говоришь, Полоний 210, то, что вы посетили нашу выставку, тебя и тебя отравят Полонием 210. Они сидят, это все записывают. Приходится прибегать к эзопову языку, вообще говоря. На самом деле, ну и у «Синих нозов» тоже много от Эзопа взято, так скажем. То есть много сказано правды и много проявлено остроумия, но с помощью эзопового того же языка. Все равно это как бы не прямым текстом, что вот, например, мы веселимся просто вот потому что потому что вот прикольно, вот Ну, за каждым этим есть определенный смысл, определенные метафоры. Как Шабуров однажды в Киасме, в Хельсинском музее современного искусства, подвел одного товарища, очень жестко и больно схватив его за локоть, и сказал: смотри, подвел к нашим произведениям, когда я еще тоже участвовал в этом, подвел и сказал: вот смотри, здесь мы видим внятную, ясную, всем понятную метафору. А у тебя что? Ну, это я со стороны наблюдал. Ну, действительно, здесь ясная, внятная метафора. Метафора, которая, конечно же, требует объяснения, комментариев, но она понятна, она в конце концов может быть понятна. Голый стоп, мы подошли из-за угла. Ну хватит снимать вообще. Это же порно. Да почему? Сейчас придут все. Четыре татарина и один гальмяк. Потанцовывай, давай. В общем, видеокамера сверху снимала, как мы двигаемся здесь внизу, на полу. Это проект назывался «Маленькие человечки». В результате, что получилось? Видеофильм, видеопроекция осуществлялась на дно коробки. Мы с Вячеславом Юрьевичем пол Москвы объездили, набрали картонных коробок. И вот мы эти картонные коробки установили в музее Ленина на первой московской биеннале, и туда проецировались сверху видеопроекции вот этих коротких маленьких фильмиков. Ну там Ленин переворачивается в гробу, или люди осуществляют какие-то жизненные функции. Покушал, и так далее. Выпил, и так далее. Все, что происходит в жизни человека физиологического. И таким образом мы это физиологическое одухотворили, и дух спустился сверху на дно коробки. И там эти маленькие человечки, они... Это кто-то из кураторов нам как-то сказал: так вы какие художники, у вас как бы вот один физиологизм в работах. Вы вот ничего не делаете, кроме как бухаете,
жрете и испражняетесь. Я говорю, отличная идея. Вот сейчас мы вот в одной из коробок был, значит, стол с едой, что там, унитаз и чего там, и бухло там, собственно говоря, было. И вот мы по кругу втроем выпил, закусил, дефицировал или как это. Вот Костя Батенков как-то по этому поводу сказал, в том году, наверное, в 2002 что ли. Говорит, молодцы вы, вот приехали. Вот, казалось бы, там наглые провинциальные люди. Должны тут всех топтать, там Москву бить. Вот, а вы как-то так, в общем. Я говорю, так мы просто свою поляну окучиваем. Он говорит, так я это и вижу. Вот и все. Никаких особенных конфликтов у нас не было, особенно первое время. Ну, когда уже какие-то там позиции заняли, ну, так, как говорит Толя Космоловский, на художественной сцене, тогда уже там началось, потому что все-таки московский, что ли, некий снобизм присутствует. Вот, и всегда необходимо в какой-то момент исполнять такого аналитика. То есть человека, который твердо знает, что он делает, и пользуется еще какими-нибудь словами такими, которые вот простому человеку непонятны. Ну, типа девиантный, релевантный, вот, там, дискурс, вот, контекст. Вот. А мы как бы исполняли, вот и до сих пор-то, собственно говоря, некий антагонизм присутствует. И мы исполняли таких простых ребят с массива. Причем сознательно вот ролевые функции такие были выбраны, ну и они до сих пор. Ну, в пресс-релизах написано там про сибирскость, про некоторую, что сибирскость, по-моему, Сережа Самойленко писал, что это меченый атом, собственно говоря, который присутствует в каждом сибирском художнике. А тут манера общения, собственно говоря, такова. Вот она и зачастую критична, она, в общем, атакующая даже. Вот. Всегда необходимо при встрече, ну, как-то ошарашить собеседника для того, чтобы стать ему интересным. Вот. Причем это может быть сделано любыми способами. Но самый простой и эффективный – это, конечно, через смех. Рассказал удачный анекдот, и все, и собеседник уже твой. Ну, как минимум, контакт налажен. Мыслитель. Все работаете, Александр Ильич? Что ты делаешь-то? Это не я. Дети камеры разрубайте. Обнимемся, может. Как-то И что с камеры? Выкинуть или что? Что ты мне не рад? Это манера поведения такая, Саня. Так что ты не волнуйся.